Помпеи. Древний город Римской империи, который процветал и жил своей жизнью до определенного момента, пока он не был похоронен под лавой от пробудившегося вулкана Везувия. История этого города хоть и небольшая, но очень интересная. Начнем с того, что Помпей был основан в 700-х годах до нашей эры племенем Оски. Множество событий и завоеваний произошло до того, как Помпеи присоединились к Риму. Во времена Самнитской и Второй Пунической войн помпейцы выступали на стороне Римской империи. После полного завоевания Римом город Помпеи стал одним из главных морских портов, через которые проходили все транспортировки товаров. Этот город был центром производства вина, а также оливкового масла. Помпеи уже с 1 века нашей эры очень быстро начали набирать обороты в своем процветании. Строились храмы, рынки, театры и другие здания разного типа. По всему городу были расположены множество разных скульптур, предметов искусства. Улицы выглядели очень красиво. Огромное количество построек, домов и лавок имели названия в честь каких-либо событий, людей и даже произведений. Жители этого процветающего города даже не могли предположить, какая угроза нависла над Помпеями. В феврале 63 года до нашей эры произошло очень сильное землетрясение. Такие природные явления происходили и раньше, но они были в разы меньше и не несли такие катастрофические последствия. Но в этот раз Помпеи и еще 2 города, находившиеся неподалеку, пострадали колоссально. Дома рассыпались как карточные домики и погребли под собой огромное количество местных жителей. Множество строений были просто-напросто разрушены настолько, что даже спустя 16 лет их не удалось восстановить все. Все следующее время протекали восстановительные работы, перестройки и ремонты. В планах было даже построить несколько новых административных зданий, но все это не было реализовано, так как город был подвергнут еще одной, более масштабной катастрофе. Нравится наше видео? Тогда подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под данным видео, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, а также поделитесь этим видео с друзьями. А мы продолжаем. В августе 79 года до нашей эры, считавшийся спящим, вулкан Везувий начал свое извержение. Этот кошмар продолжался около 2 дней. Жертвами этой катастрофы стали не только Помпеи, а еще и 3 города, находящиеся поблизости. Перед катастрофой над вулканом образовалось облако пепла и пара, но на это никто не обращал внимания. Вскоре небо над всем городом было накрыто этим самым облаком, а на землю начали падать осадки пепла. Начались толчки из-под земли, которые со временем только усиливались до такой степени, что повозки переворачивались, а дома начали сыпаться. С неба уже вместе с пеплом начали падать и камни. Город заполнялся сернистым паром, много людей просто задыхались в своих домах. Остались с 1 века письменные свидетельства очевидца Плиния. Наши повозки, находившиеся на совершенно ровном месте, кидало из стороны в сторону. Даже с помощью камней нельзя было удержать их на том же месте. Мы видели, как море отходит от берега, земля, сотрясаясь, как бы отталкивала его от себя. Оно отступало. На песке лежало много морских животных. С другой стороны, в черные страшные тучи там и сям вспыхивали и перебегали огненные зигзаги, и она раскалывалась длинными полосами пламени, похожими на молнии, но большими. Туча эта стала опускаться на землю, покрыла море, опоясала Капреи, остров Капри и скрыла их. Унесла из виду Мизинский мыс. Стал падать пепел, пока еще редкий. Оглянувшись, я увидел, как на нас надвигается густой мрак. Не такой, как в безлунную или облачную ночь, а такой, какой бывает в закрытом помещении, когда огни потушены. Слышны были женские вопли, детский писк и крики мужчин. Одни звали родителей, другие детей, третьи – жен или мужей, силясь узнать их по раздававшимся зовам. Одни оплакивали свою гибель, другие – гибель своих, некоторые в ужасе перед смертью молили о смерти. Многие воздевали руки к богам, но большинство утверждало, что богов больше нигде нет и что для мира настала последняя вечная ночь. Не было недостатка в людях, которые увеличивали подлинную опасность страшными выдумками. Рассказывали, что в Мизене одно здание рухнуло, другой говорит, это была неправда, но им верили. Чуть-чуть посветлело. Это был, однако, не дневной свет. К нам приближался огонь.
он остановился вдали. Вновь настали потемки. Пепел посыпался частым тяжелым дождем. Мы все время вставали и стряхивали его, иначе нас раздавило бы под его тяжестью. Наконец мрак стал рассеиваться, превращаясь как бы в дым или туман. Скоро настал настоящий день, и даже блеснуло солнце, но желтоватое и тусклое, как при затмении. Все представилось изменившимся глазам. Еще трепетавших людей все было засыпано, как снегом, глубоким пеплом. Многие люди пытались покинуть город с какими-то ценными и важными вещами, а кто не мог оставить все свое нажитое, оставались вместе с ним и вместе с ним же погибали. Извержение вулкана покоряло жителей и в самом городе, и за его чертой. Большей части людей все-таки удалось покинуть свой город Помпеи. Город был покрыт 3-метровым слоем пепла. В руинах Помпеи было найдено чуть больше 2000 человек, при этом население насчитывалось в 30 000 человек. Захороненные в руинах были те, кто считал, что можно пересидеть катастрофу в погребе, и те, кто очухался очень поздно и был задавлен каменным дождем. Большинство погибших были найдены именно в верхних слоях пепла. Вместе с пеплом начался ливень. В результате смешивания воды и пеплом образовалась масса, которая обволокла тело погибших жителей и заполняла все углубление на теле и на одежде. Эта смесь засохла и окрепла, сохранив точный отпечаток лежащего в ней тела. После его разложения и распада в ней осталось пустое место, где лежал скелет погибшего. Один из археологов решил залить в этот сосуд гипс и получал точные позы лежавшего в нем человека. Некоторая часть спасавшихся людей направлялись к порту, надеясь спастись морем. Но их план был безуспешен, так как все суда были погребены в извержении вулкана Везувия. После того, как все успокоилось, вулкан затих. Жители начали возвращаться в свой город. Помпейцы, по сути, провели первую раскопку. Они, ориентируясь по торчащим крышам, искали свои дома, чтобы забрать свои вещи. Пробивая крыши, они пробирались в помещение и брали все им необходимое. Деньги, сохранившуюся одежду, ценности и даже строительные материалы. А если крыша была разрушена, то жители пробивали затвердевший пепел и продолжали свои поиски. Из-за этого археологи в городе Помпеи нашли очень мало бытовых предметов, денег и других ценностей. Никакой помощи пострадавшим от правительства не было. Город никто не восстанавливал, а жителям своего погибшего города пришлось искать новую жизнь в других городах. Раскопки вскоре тоже были прекращены. Унесли все, что можно было унести. Правление над этим городом было взято природой. Вулканический пепел дал бесконечное плодородие почве, из-за чего теперь руины покрыты зеленым покровом, а вместо улиц и домов располагаются леса, виноградники и фруктовые сады. Теперь вместо процветающего города Помпеи со всей историей, культурой и народом ничего не осталось, кроме памяти. Спасибо, что посмотрели данный выпуск. Если вы хотите увидеть еще больше интересного контента и получать больше полезной информации, то подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк под видео, а также не забывайте делиться видео с друзьями. Дальше больше.